Почему вы решили воевать против Украины? Я же говорю, что это работа такая. Людей убивати? Знімальна група «Слідство інфо» вперше на території табору для військовополонених. Сьогодні ми поспілкуємося з російськими військовими, які потрапили в полон. Тепличі, огірочки, помідорчики, кабачки, кріп, петрушка – все, що вони використовують. Но работа ведь в этом заключается. Вам выдали Нет. автомат, вас отправили на задание. Я держал оборону. Все. Оборону территории Украины. Ну, на которого привели меня, то и держал. А как часто вы ходите на грядки? Каждый день выходим, так как нужно поливать, смотреть за ними. Да, знаете, тут в первую очередь, что сейчас в голове сидит, это только обменяться, а там уже, как пойдет уже планы строить там. Возможно, дальше назад на службу. Все возможно, никто не знает, что будет. Патриотизм — это любовь к родине. Сделать для Родины что-то хорошее, чтобы Родина процветала. Как в этот контекст может вписываться война на территории других стран? Я это не могу ответить на это. Я же обычно военнослужащий, я такие глобальные вопросы не решаю. Я Журавлев Николай Александрович, гражданин Республики Беларусь. Родился в 1982 года. В России остановился проживать, работать также. Обзавелся семьей, подписал контракт 17 февраля 2025 года. Направили на медкомиссию, прошел медкомиссию, жив-здоров, все нормально. Работать можно, все. Через 4 дня я уехал. В учебке был. А вы там один были с гражданством Беларуси? Или еще были? Да, там один. Там один, больше никого не было. Так, Узбекистан был, Дагестан, казахстанцы были. Да весь Советский Союз. Вот так, если разобраться. Всяких наций хватает. Всі, хто тут знаходиться, це іноземці, окрім тих зрадників, які мали українське громадянство, але пішли воювати на боці ворога, чи отримали подвійне громадянство. Але є також ті, кого можна назвати іноземними найманцями, але фактично вони теж уклали контракти з російською армією. Факт найманства визначатиме суд. І вони в ситуації, коли вони зараз не потрібні ані Росії, за яку вони воювали за гроші, і їхня основна мотивація – це були гроші і виплати, ані часто їхнім країнам, з яких вони походять. 18 дней были на учениях, Да. и потом вас отправили на Харьковское, как вы говорите, направление. Направление, да. Купянское направление. Сколько дней вы пробыли на позиции? Какой период? Ну, вот с 13 марта по 23 апреля. Ну, чуть больше месяца. А почему вы решили, что эту территорию нужно присоединять к части России, если это совершенно другая страна? Ну, вот без меня решили, наверное. Меня там просто посадили, как держать оборону, я же еще сказал. Исполнять приказы? Ну, понятно же, выполнять приказы армейские. В армии же как выполняешь приказ? Вот. То есть вы были готовы выполнять приказ, убивать людей? Ну, в меня стреляют, и я стреляю, правильно? Правильно. Допустим, меня когда брали в плен, не я же первый огонь открывал, а они. Так и не они же зашли на вашу территорию. Вы были не на территории России. Поэтому логично, почему по вам открыли огонь, разве нет? Вот, говорят, 3 секунды даем тебе жизнь.
Я подумал, вышел, все. Как вам здесь, в Украине, в плену? Терпимо, А что терпите? в принципе, все. Что именно? Режим вот этот, Какой? который здесь какой. Я не знаю, какой здесь режим. Я впервые в этом лагере для Подъем, пленных. работа, обед. Пришел, все. Посидел, подождал отбоя. Отбой, ужин, все. Я тут, нахожусь уже год, да, готовим для своих, все довольны. Что готовите? Каши, супы, мясо, салаты. Есть меню раскладки, она дается там на неделю, и по ней готовим. Я с тюрьмы, с лагеря. Случайно связался с наркотиками. Деньги, молодость, как закладки привлекли, и все. И дали 16 лет. 16 лет, это очень много. Вот поэтому и пошел на войну. Обещали амнистию. Я был 114-й мотострелковый бригадир, Шторм В. На обед сегодня суп картофельный с пшеном, каша перлова с мясом. А почему в целом оказались в армии России? Контракт? Контракт. То есть вы знали, что можете оказаться на территории Украины, участниками боевых действий стать? Да. Это было ваше такое осознанное решение, можно так сказать, да? Да. У меня давно было в планах связать свою жизнь с армией. То есть еще до начала всего того, что происходит сейчас. Аналогично. Никто же не знал, что так получится все. Домой хочется? А откуда вы родом? Я с Приморского края, с Дальнего Востока. А как в Украине оказались? Как давно? До 2 февраля этого года, 25-го, на Покровском направлении. А давно вы на войне? С 23.06.2023 года. Контракт подписал. Что вас мотивировало? У меня судимости должны были снять полностью рецидивы, там, домой только хочу. и всё. Домой хотите? Да, дети, у меня дети есть. Если страна заберет, пока не забирать полную. Військовополонені мають обов'язок працювати, за що отримують грошову винагороду. Відповідно до Женевської конвенції, це не менше, ніж чверть швейцарського франку. Ці кошти зараховуються на їхній особовий рахунок, а витратити їх вони можуть, до прикладу, тут у крамниці, придбавши предмети першої необхідності або продукти харчування. Ходишь на промку, на промзону, работаешь, получаешь там, зарабатываешь копеечку, хватает на сигареты. Что еще покупаете, кроме сигарет? Чай, печенье. Какой чай любите? Какой тут подешевле есть, на что хватит. Такой выбираешь, рассыпной. А вам здесь не хватает денег? Не хватает. Сколько вы уже заработали, потратили? Первую зарплату только получил. Угу. 1900 гривен. Угу. О. Что вы накупили на эту зарплату? 8 пачек сигарет, 4 пачки печенья. Угу. Килограмм сахара, 2 пачки чая рассыпного. Це базовий набір речей, який стандартизований, вони всюди їх в кожному таборі отримують. І якщо, тобто, все, що треба для гігієни, для одягу в них є, вони скидають свою форму, в якій вони приїжджають, і їм видають оцю табірну форму.
Червоний Хрест пильно стежить за тим, щоб всюди були шторки, щоб була приватність. Росіяни наших б'ють струмом в душі, а тут у них шторки є. І водичка. Я могу вам немного рассказать, какие интервью я еще часто записываю с украинскими военными, которые были в плену в России. Угу. Они знают, что такое собаки, которых на них спускают, когда они идут помыться в душ, в котором они могут побыть до минуты. О том, что нет такого военнопленного, который не проходил какие-либо пытки. О том, что у каждого с охраны лагеря есть электрошокер. И обязательно им воспользуются. Обязательно у кого-то есть какие-то избиения, шрамы. Я в это не верю. Я видела это на собственные глаза, какими они возвращаются с плена. Ну, это возвращаются. А вы видели, как им вот это шокерами, вы это видели все? То есть как вы думаете, собаки их кусали? а каким они приезжают со шрамами? У меня тоже много шрамов. Они в деталях рассказывают о том, что происходит и какие пытки над ними делают. И это разные люди, незнакомые между собой. То есть вы не верите в то, что Российская Федерация плохо относится к украинским военнопленным? Конечно, не поверю. Це величезна відмінність від того, як утримують наших. Але оскільки ми європейська країна, для нас важливий обмінний фонд. Якби ми не дотримувалися Женевських конвенцій, відповідно, в нас би не було допомоги західних держав, в нас би не було на кого зараз під час стамбульських домовленостей міняти наших дівчат і хлопців. Хотим мира, А что в вашем понимании мир? жить по-человечески, Развиваться, работать, жить. спасти детей, внуков. Это мир. Хотелось бы как меньше войн вообще. Наоборот, чтобы все страны поддерживали друг друга. И без разницы какой национальности, религии, жили в дружбе, но... У вас с 22-го года, да, подписан контракт? 24? 24-й. Вы видели новости, вы знали о том, что происходит? Да. И понимали все риски? Да, я как бы новости смотрел, следил за всем. Я себе говорил, что никогда вам не пойду. Но видите, как получилось все равно. Вот я, например, открываю сводку новостей, и Киев обстреливали. И сегодня в Киеве оглашен день жалобы, скорби. Пишется о том, что погибли 31 человек, 5 детей, раненых 16 детей. Какая цель? О каких территориях может быть речь? Не знаю. Это делает российская армия. Вот я, как гражданинка Украины, я не понимаю. В Россию тоже прилетают там, в города, в Ростов тоже ж прилетает. Когда Вот. ты тогда начала прилетать? После Недавно чего? по новостям показывали. Недавно. А я проснулась в 5 утра 24 февраля в 22 году. И в меня начало прилетать. В моих соседей, в друзей, в родных. И я не знаю, почему. Почему вы в 25-м году подписываете контракт, чтобы приходить ко мне с оружием? У вас все? Я хочу просто понять. Ну все, я все сказал. А какие вот у вас сейчас мечты? О чем вы думаете? Чего желаете? Кроме того, я понимаю, что вы хотите вернуться домой. Что-то, возможно, еще какие-то Чтоб мир, планы там чтоб мир на везде будущее. был. Вот хочется. Чтоб везде мир, и люди жили мирно. А как вы думаете, как может быть мир, если люди будут продолжать подписывать контракты, вступая в армию, как это вы сделали?
Каким образом будет мир? Ну, значит, не будет его.